Весы, всем привет, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на февраль 2023 года. Помогут мне сегодня в этом Баста Таро из лимитированной рождественской серии, а также Epic Light Lenormand. Мы просмотрим с вами событийный ряд по всем сферам, проанализируем, на чем вам нужно сделать акцент, на что обратить внимание, ну, в принципе, чем удивит вас этот месяц. Итак, общая энергия месяца, что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Арканы перед вами, вам, надеюсь, они хорошо видны, мы приступим. Общая энергия месяца у вас ложится шестерка пентаклей. Видите, баланс такой своего рода инь-янь. Это символ равновесия. Как вы к людям, к вселенной, к обстоятельствам, так и вселенная к вам. Карта взаимообмена, карта баланса, карта помощи, благотворительности, взаимодействия с третьими людьми. И более того, это как время возвращать долги, время помогать кому-либо, знаете, говорю, отрабатывать свою карму. Конечно же, данный аркан, он у вас будет отыгрываться в разных ипостасях, в разной стезе. Поэтому смотрю, в чем именно. И здесь шестерка пентаклей и правосудие. То есть ситуация, когда справедливость восторжествовала, когда вам будут возвращены и компенсированы какие-либо выплаты, моральные, материальные неустойки, когда вы можете получить кэшбэк, там, возврат от каких-либо организаций, от каких-то сделок, или получить процентную ставку, возврат денег от налоговой. То есть здесь как компенсационные вещи, за что-то получить компенсацию. Если это вопросы дележки имущества, раздела имущества, либо раздела наследства, то получить свою долю в равных частях, ну, то есть и быть довольным по ситуации. Еще это, знаете как, чтобы восстановить баланс, справедливость, это делать откуп за какие-либо вещи, аспекты, ритуалы, если вы занимаетесь подобными практиками. Но здесь, знаете, как все в норме, все в русле. Работа. Девятка пентаклей. Аркан, который говорит о самодостаточности, о целостности, о хорошем заработке. В большинстве это касается тех, кто работает сами на себя. Но, тем не менее, мы просмотрим и промониторим эту ситуацию. Итак, для тех, кто у нас не работает и работать не может, по тройке пентаклей все равно здесь есть какого-либо рода подработки. Работайте сами на себя, но здесь, знаете, как временный приработок, либо временный заработок. И вас, безусловно, это радует. Плюс, повторюсь, могут быть какие-то компенсационные вещи от налоговой, либо возврат денег за ЖКХ, ну, там все что угодно, то есть получить какую-то компенсацию. И в этом случае это будут ваши труды, направленные на решение этих вопросов и этих задач. Если вы у нас в статусе соискателя, то по двойке мечей здесь осознание того факта, что вы, допустим, не готовы работать на кого-то, работать по найму, и будет желание открывать что-то свое, реализовывать что-то свое, какую-то свою нишу товаров, услуг, то есть заниматься вопросами самореализации. Если же вы у нас наемный сотрудник, то по тузу чаш, посмотрите, продвижение по карьерной лестнице, прибыль, увеличение заработной платы, бонусы, премии, отпускные. То есть здесь просто может быть индексация заработной платы, но по тузу чаш это быть довольными, потому что вы получаете те выплаты, к которым вы стремились, вы самодостаточность. Может быть здесь какие-то компенсационные выплаты от предприятия. Ну, если, не дай бог, у вас там была какая-то производственная травма, либо просто вам что-то там не досчитали, не выплатили, то теперь эта ситуация вам возвращается. Вы получаете сполна на то, что вы здесь заслужили. Если у вас свой собственный бизнес, отшельник и девятка пентаклей укрепляют эту позицию, это положение вещей. Вы довольны, вы самодостаточны, вы самоорганизованы, и здесь вопросы процветания. Но помимо всего прочего, отшельник – это искать, это совершенствовать себя, свое развитие, свое детище. Поэтому здесь, безусловно, будете еще вкладывать для того, чтобы достичь большего результата. Финансовая сторона вопроса – король жезлов. Король жезлов – это всегда повышение социального статуса, новые возможности, увеличение заработка, ну и, конечно, с этим будут расти и ваши амбиции, и ваши потребности. Так как это у нас карта двора, она указывает на взаимодействие с мужчиной огненной стихии, овен, лев или стрелец, или просто мужчина яркий, волевой, харизматичный, амбициозный, который может вам финансово помочь, как бескорыстно, ну просто сделать какой-то дар, подарить деньги, помочь, или там дать в долг, или проинвестировать в какие-то проекты. То есть здесь вы получаете финансовую поддержку, качество вашей жизни улучшается и закрываются многие проблемы. Вы будете здесь довольны по ситуации. Если смотреть вопросы здоровья, пятерка жезлов, ну это
укрепление вашего иммунитета должна быть основная задача, потому что данный аркан указывает на такую некую расхлябанность. Знаете, говорю, практически заболели. Когда может быть плохое самочувствие, слабость, усталость, насморк, такие симптомы простуды, недомогания, вы будете пытаться перенести на ногах. Поэтому, чтобы избежать этой ситуации, заранее укрепляйте, принимайте, может быть, какие-то травяные чаи, витамины по рекомендации врача. Делайте все то, чтобы силы вашего организма возросли. Ну и, конечно же, старайтесь высыпаться, своевременно кушать, чтобы у вас здесь было все в порядке. Личная жизнь, десятка чаш. Ну, здесь все прекрасно. Здесь, как говорится, сама Вселенная вам помогает, потому что это карта радости, эмоций, благосостояния, целостности, семьи, карта счастливой жизни. От взаимодействия с партнером или партнершей. Здесь действительно наслаждаться каждым моментом и быть счастливым именно в контексте и понимании заложенного вами в это слово. Если смотреть здесь ситуацию для тех, кто у нас свободен. Двойка пентаклей. Сомнения, баланс, колебания, потому что, как я говорю, здесь и хочется, и колется, и мамка не велит. Но колода у вас паш чаш, это есть интерес, есть влюбленность, есть заинтересованность, но вместе с тем и сомнения. А нужно ли вам все это, а стоит ли вкладываться в новый союз, в новую связь, а к чему это впоследствии приведет. И если же вы состоите в любовных треугольниках. Тройка мечей. Тройка мечей – это осознание того, что вы в этой ситуации сами себе делаете больно. Поэтому будете делать знаковый выбор. У вас на это указывает двойка жезлов на дне колоды. Отсекать те связи, которые являются бесперспективными, ради создания либо сохранения того союза, в котором вы являетесь счастливыми. Для тех, кто у нас в стабильных отношениях. Так, повешенный. С одной стороны, ситуация застоя. С другой стороны, это, знаете, как духовный личностный рост, изменение отношений в партнерстве. Но вместе с тем проработка вашей созависимости от партнера или партнерши. И осознание того факта, что вам нужно перестать быть частью вашего партнера. Сейчас объясню. Не растворяться в своей половине, не раздаривать себя, иначе потеряете себя в угоду вашему партнеру или партнерше. То есть вы должны думать не только о благосостоянии вашей второй половины, но и о своем развитии духовном, личностном, материальном в том числе. Потому что вот эта подвешенная ситуация, это вопрос жертвенности, когда вы себе дарите без остатка, может с вами сыграть злую шутку. Поэтому будьте здесь осторожны. Если смотреть вопрос рекомендаций, да, совет. Совет по десятке пентаклей. Это успешный для вас период будет, допустим, в плане заключения брака, в плане примирения, в плане просто построения отношений, укрепления семьи, семейных ценностей. Опять же, рекомендация проводить как больше можно времени с семьей, с близкими, с родственниками. Финансово вкладываться в будущее вашего союза, вашей семьи. Ну, например, приобретение каких-то, ну, не знаю, начиная от вопросов недвижимости до чего-то более такого банального, каких-то, может быть, предметов для интерьера, чтобы создать уют в доме, или же, допустим, какой-то техники, которая вам создает комфорт. Ну, потому что по десятке пентаклей это траты не только на то, что может быть долговечным и передаваться с поколения в поколение, но и, в принципе, то, что дает вам состояние благополучия, радости, облегчает какие-то бытовые аспекты жизни. Вот на это вы должны быть нацелены и направлены. Сейчас смотрим на неожиданность периода. Что у вас здесь? Неожиданность периода. Мужчина, аист, совы. Ну, тут кому-то явно идет кармический мужчина по судьбе для создания партнерства. Знакомства, новые эмоции. Но это в основном, конечно же, для тех, кто у нас свободен. Помимо всего прочего, для мужчин здесь может идти известие об отцовстве, я уже заговариваюсь к концу рабочего дня. Причем для вас это знаковая кармическая ситуация. И еще, если смотреть в целом, даже если не брать вопросы бизнес, точнее личных отношений, а бизнес-партнерства, то по этой триаде это появление бизнес-партнера,
который, ну, знаете, как поспособствует глобальным переменам, но переменам со знаком плюс, потому что аист совы – это обретение стабильности, это мудрый взгляд на ситуацию и мудрое ведение дел, то есть знаковая для вас ситуация, знаковый человек. Карта здесь замечательная. Ну и, конечно же, мы с вами перекроем все негативные аспекты позитивными, для того, чтобы в вашем доме царила радость, счастье, благосостояние, благополучие. И действительно, знаете, как вы ощущали себя поистине счастливыми. Поэтому так и поступим. Сейчас мы с вами вот так закроем. Ну, от вас, мои хорошие, по прошествии периода я буду ждать обратной связи относительно того, как для вас отыгрался данный расклад и эта информация, какие перемены произошли в вашей жизни. Поэтому не забывайте оставлять пару строк. Я вас благодарю за то, что остаетесь со мной. С вами не прощаюсь и до новых видео.